Как тебя достать теперь оттуда? О, морду. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про двух маленьких котят, сестричек Джульку и Мишель. Сразу хочу предупредить, что с малышками все хорошо, поэтому не переживайте. Многие люди думают, что если у них в огороде или рядом с домом появились маленькие котята, то для того, чтобы решить эту проблему, надо отнести котят там, где кормят. Например, к другому дому, около которого кормят бездомных кошек, отнести и там оставить. Но типа там же кормят взрослых котов, поэтому и этим что-то будет перепадать. Но на самом деле нет, все будет не так, как вы думаете. Забрать котят у мамы, отнести в незнакомое место, там, где есть взрослые коты, финал будет всегда один и тот же. В лучшем случае котята забьются в какую-нибудь дырку, будут там сидеть и плакать. И это то, что произошло с героями этой истории. Два маленьких котенка спрятались в водосточной трубе, сидели там и плакали. Я не знаю точно, откуда они там. Может, они упали в трубу с крыши, а может, залезли с земли. Труба спускается с небольшого навеса с первого этажа через бетонную стену и выходит на улицу. Котята сидели примерно в полметра от выхода. Причем сидели так, один попой наружу, другой попой вовнутрь. Когда я первый раз заглянул в трубу, я увидел серый хвост. Второго котенка даже не было видно. Но я слышал мяуканье двух котят. Труба была пластиковая, и она была больше, чем котенок. Поэтому, в принципе, он мог выбраться наружу самостоятельно. Но, во всяком случае, так казалось на первый взгляд. В таких случаях можно попробовать выманить котенка на запись плачущих котят. Например, включив запись мяуканья на телефоне. Но это не всегда работает. В этот раз котята никак не среагировали. Я попытался их вытащить рукой, но они только шипели и залазили все глубже вовнутрь. Мы решили немного подождать и посмотреть, что они будут делать дальше. Положили немного еды на выходе из трубы и стали ждать. Минут через 15 один из них вылез из трубы и побежал к ближайшим кустам. Я не стал его ловить сразу. Я подумал, начнет шипеть, вырываться, шуметь и спугнет второго, который еще был внутри. Но второй котенок даже не собирался выходить. Первый малыш сидел в кустах, взять его в руки не составило особого труда. Немного пошипел, покусался и успокоился. Это была серая кошечка. У малышки оба ушки были как будто бы травмированы, как будто были подрезаны. Было видно, что это старая, уже зажившая рана. Хотя слово «старая» совсем не подходит в этом случае, ведь котенок совсем маленькая кроха. Плохое настроение. Что, ребенок? Смотришь на меня, смотри, так смотрит. Все будет хорошо. Очень хочется верить, что это не дело рук человека. Хотя в наше время все возможно. Вторая малышка так и осталась сидеть в трубе. Она немного придвинулась к выходу, но как только я пытался ее вытащить, она шипела, кусалась и пятилась назад. Так что я не мог до нее дотянуться. Как тебя достать теперь оттуда? О, морду. Внутри трубы был какой-то мусор. Я боялся, что она застрянет в этом мусоре, и мне будет еще сложнее ее доставать. Она залезла глубоко вовнутрь и замолчала. Мы продолжали ждать. В конце концов она вылезла. Причем она вылезла, не издав ни единого звука. Как только она вылезла наружу, я первым делом заткнул трубу футболкой. Потом просто подошел и взял котенка на руки. Она даже не пыталась убежать. Все произошло очень быстро. Наверное, малышка подумала, что у нас дома ей будет лучше, чем в грязной трубе. Вот интересно, когда она сидела в трубе, она шипела и кусалась. Сейчас ее как будто подменили. Она сидела спокойно, смотрела на меня своей рыжей мордахой. У нее тоже были следы старой травмы на ушке. Мы забрали котят домой. Два котенка девочки. Рыженькую мы назвали Джули, а серенькую мы назвали Мишель. Котята были просто красотки. Немного перепуганные, но это не страшно. Они привыкнут. Это же только первый день. Малышки были маленькие, но уже можно было попытаться давать им более взрослую еду. Взяли специальный паштет для котят, разбавили немного теплой водичкой и дали каждой попробовать. Малышам понравилось. Кушали они, конечно, не умело, но это не страшно, это дело времени. Всему они потихоньку научатся. Он ест? Ну все. Лапы не становись, ну что ты? Надо еще одну принести. Пусть пока так, я сейчас принесу. Переверни себя на спину.
Это как инопланетянка маленькая. Чучки-пучучки. Сейчас мы тебя намылим. Сейчас ты будешь красавица. Да, правда? Не может быть. Ой. Да, правда? Я согласна с тобой. Сейчас ты будешь чистая девочка, и пойдешь к своей сестрице. Это, конечно, проще. Сложнее, чем прятаться в трубе. В трубу раз, залез и сиди там. Ну, прекрасно. Да. Краснуши. Ну, чувствую там песок. Всякое такое. Всякое такое. Мы лежим, где попало. Мы лежим, где попало. В этот же вечер мы их покупали. Потом посадили их в манеж для котят, в манеже положили мягких одеял, под них грелку, поставили небольшой лоток с песком и миски для еды и воды. Мне было очень интересно понять, почему у них такие уши и что с ними произошло. Я подумал, я обязательно спрошу у доктора, когда повезу малышей на проверку, недели через 2. Мы всегда отвозим малышей к доктору, даже если с ними все в порядке. Просто чтобы быть уверены, что ничего не пропустили и с малышами все хорошо. Но в этот раз я не стал ждать. Я позвонил доктору и договорился на послезавтра. Я хотел, чтобы он посмотрел ушки. Я просто очень переживал. Я видел, что это старая травма, и она не беспокоит малышей. Но я хотел услышать мнение специалиста. Замятые уши? Нет, там немножко другое, там хрящ. А, А здесь именно кровеносные сосуды. При механическом воздействии, когда они чешут или ударяются, это, вообще может Блох быть хотя. в основном или блохи, или скажем, какой-то, скажем, или блохи, или что-то, то, что их начинает беспокоить, или отит, воспаление ушей. То есть все то, что может вызвать беспокойство, зуд, они начинают расчесывать уши. И сами себе вредят? Да, но вообще у котят это практически не встречается, ушная гематома, очень редко. Я сейчас посмотрю ушки, но это, Может, это из-за воспаления? Но это не ушная гематома. Это не ушная гематома, конечно. Это деформация кончика уха. Видите, мочки? Это может быть иногда, скажем, при большом скоплении мух. Там, или еще каких-то, скажем, паразитов. Такое ощущение, что здесь прям механически ушко отрезало. А у второй тоже так примерно Да? выглядит? Сейчас посмотришь. У второй 2. А они у вас как, с какого возраста? С Прям 20 совсем младенцы? Нет, 2 дня всего лишь. 2 дня. Потому что вполне возможно, что ушки чистые. Сами по себе уши здоровые, чистые. Ничего у них нет. Это либо какое-то механическое воздействие. Ну не врожденная? Либо травма. Не, она врожденная нет, исключена. Либо травма какая-то. И это не ушная гематома, конечно. Скорее всего, травма была какая-то. Чем мордашка? Что за чудо такое? Что за чудо такое? Да, то же самое. Обычно оно выглядит неврожденно, конечно. Да? Пробую их сразу. Угу. Назад не вернется уже, естественно. Ну ничего страшного. Нет, конечно нет. Ну, лишь бы живые были. Главное, что они здоровые, а это на выставку вас не пустят. Ну, мы не пойдем. Так, сейчас я послушаю, смотрю общий осмотр. Никто никуда не убегает. Стоим, слушаем доктора. Вы уже на сушку их перевели? На сухой корм? Или Не, размоченный? пока только мокро. Мокрый? Консерва? Да. Да они у нас 2 дня всего лишь. Еще. Только сегодня более-менее стол был нормальный. Обе девки? Да, представляете? Да. Те 4 девки. Девочки. Что происходит? Я тебе говорю. Что ты вообще? Да, сейчас пойдем.
Животики мягенькие, мочевой пузырь полный, и тебе достаточно жидкости получается. Хорошо. Я вам скажу, бывает еще иногда такое, когда, скажем, Ты не мама, при ты раннем отъеме мамы они начинают вместо соска ушки сосать друг другу. Тоже может быть деформация. Бывало такое тоже. Ну хорошо, нет, абсолютно здоровые детки, все хорошо, отлично. Повезло вам? Повезло. Самое главное, что малыши здоровенькие, а ушки это будет их неповторимый стиль. Доктор пошутил, сказал, что на выставку нас не возьмут. Это было очень смешно. Он знает, как я отношусь к выставкам и прочим подобным мероприятиям. Это совсем не про меня. Где я и где выставки. Мои малыши. И опять девчонки. Опять девчонки. Вчера были у доктора. Доктор нас посмотрел, сказал, что с нами все хорошо. У нас такие уши особенные. Но это не страшно. Все. Куда пошла? Иди сюда, Джулька. Все. Малыши игрались, баловались, набирали сил. Было очень забавно за ними наблюдать. Каждый день мы видели танцы боевых котов, вернее кошек. Все эти боевые танцы были совсем не со зла. Не знаю, почему они так делали, но они вроде кошечки, но очень было забавно за ними наблюдать. Они очень добрые и хорошие котята. Прошел месяц с того момента, как мы забрали малышей с улицы. Они подросли, и теперь можно было начинать искать им теплый дом. Мы сделали несколько фото для каждой красотки и опубликовали объявление о пристройстве в интернете. Многие думают, что у особенных малышей нет шансов найти свой дом. Но я хочу вам сказать так, что если вы так думаете, то это на самом деле будет правдой. Поймите, не все ищут породу и выставочную красоту. Есть люди, для которых цель – это спасти животное. Спасти это несчастное бездомное животное, дать ему любовь и дом. И это самая главная цель. И именно таких людей мы ищем. Сегодня мы везем Джульку в новый дом. Вот она, красотка. Без напутствия аж никак нельзя. Правильно? Иди, Джулька. Иди, моя красавица. Иди, моя девочка. Вот оно чудо рыжее. Это Джули. В общем, так, по традиции. Так, ну, слушай внимательно, пока не мяукай, слушай. По традиции, диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Быть хорошей девочкой. Ты все поняла? Вот такая вот девка. Рыжая девка. Такая шкодная. Все. Джулька. Честь. Красотка. Отдыхай. Поехали. Джулька сейчас живет в очень хорошей семье, в которой есть двое замечательных детей. Джулька очень любит детишек, а они очень любят это рыжее чудо. Теперь они неразлучные друзья. Любимое Джулькино занятие – это играться с малышами и охотиться за роботом-пылесосом. Малышке Джульке очень повезло. Они хорошие и добрые люди. Мы очень за нее рады. Мишель живет в семье, в которой уже есть наш найденыш. Помните историю про двух котят, про Зосю и Дусю? Помните котенка Дусю, Дульсинею, которая застряла под бетоном, которую пришлось выламывать из этого бетонного плена? Так вот, она живет у них дома. После того, как они увидели фотографии и наше объявление о том, что мы ищем дом для Мишель, они тут же нам написали: мы хотим Мишель себе домой, пожалуйста, никому ее не отдавайте. Сегодня мы Мишельку везем в новый дом. Так, не бойся, напутствия. Без напутствия никак нельзя, ты же знаешь, что поделать. Мишелька, вот она.
Вот она, красотка. Да. Значит, слушай меня внимательно. Напутствие. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Быть хорошей кошечкой. О, подтвердила. Поняла? Да. Вот она. Все. Такие у нас уши классные. Все. Так, стой, я все сдвинула там. Стой. Залазь, я подвину тебя. Это то, что ты с... Да, залазь, иди сюда, иди сюда. Ложись. Все, ложись. Вот она, красотка. Так, едем. Вот так тоже бывает. Это уже не первый раз, когда два наших найденыша живут в одной семье. Хочется, чтобы это стало доброй традицией. Конечно, мы согласились. Они очень хорошие и добрые люди. Мишелька очень быстро освоилась в новом доме и подружилась с домашними. У нее теперь, кроме подружки, есть еще и своя собака. Вот такие они стали сейчас. Это Мишель, а это Дульсинея. Ну или Дуся. И очередной раз хочу сказать огромное спасибо ребятам за то, что приютили малышей. Такие два маленьких комочка счастья. Все самое страшное, что с ними было, уже позади. И теперь у них есть у каждого своя любящая семья. Спасибо вам огромное за это. Вот так закончилась история о двух маленьких котят, Джульки и Мишельки. Теперь за них можно не переживать. Теперь у них все будет хорошо. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.